Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге разберемся, какие беспроводные наушники можно купить в бюджете до 3000 рублей. Я отобрал 5 годных и проверенных моделей, которые не подведут по качеству звука, подключению, автономности и будут удобными для ежедневного пользования. Бюджет, скажу прямо, скромный, особо не разгонишься, но пойти в любой сетевой магазин и купить абы что по совету консультанта тоже не лучшая идея. А за этот рейтинг вы четко поймете, чего ожидать от наушников, как они играют, как долго держит заряд и все остальное, без маркетинговых уловок, громких заявлений и обещаний. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Начнем с 5-го места рейтинга, которые заняли ONO Earbuds X6. Это наушники-вкладыши без амбушюров, не лезут глубоко в ухо, а просто аккуратно ложатся в ушную раковину. Их спокойно можно носить весь день, не чувствуя давления или усталости. Они подойдут для прогулок, звонков, подкастов, легких тренировок и тем, кто не любит затычки. Подключаются по Bluetooth 5.3. Все работает стабильно, никаких обрывов, если вы не решили уйти в другую комнату за бетонными стенами. При просмотре видео задержки нет, звук идет синхронно с картинкой. В играх все зависит от жанра, для казуальных подойдет, а вот в сетевых шутерах эти миллисекунды уже ощущаются. По автономности, каждый наушник держит до 9 часов воспроизведения на средней громкости. А с кейсом выходит до 40 часов, то есть если слушать музыку 3 часа в день, заряжать кейс придется примерно раз в 10 дней. Поддерживается быстрая зарядка, за 10 минут в кейсе получается 3 часа прослушивания. За звук у ONO Earbuds X6 отвечают 10-мм драйверы с титановым покрытием. Высокие и средние частоты звучат четко, вокал, диалоги и подкасты воспринимаются отлично. Особенно приятно слушать музыку, где важна дикция, например, рэп, поп или акустику. Баса немного, что логично для вкладышей, без плотного прилегания тяжело прокачать низы. Так что любителям тяжелого дропа стоит послушать перед покупкой, но в целом наушники выдают сбалансированный и качественный звук. Микрофоны тоже хороши, работают с AI-ENC, система отсеивает лишние шумы при звонках. Слова не расплываются, собеседник слышит четко, даже если вы идете по улице. Для видеосвязи или голосовых отличный вариант, особенно по такой цене. Далее, на 4-м месте топа OnePlus Buds Ace. Наушники от достаточно авторитетного производителя, которого не ожидаешь увидеть. Подключаются по Bluetooth версии 5.3, проблем с этим никаких. Снаружи Buds Ace выглядят солидно, зарядный кейс стильный, с контрастом матового пластика и металлической крышки, которая не собирает отпечатки. В карман помещается легко, весит немного и не норовит вывалиться, как это бывает с некоторыми округлыми товарищами. Сами наушники внутриканального типа, чуть крупноватые, немного выпирают из уха, но за счет силиконовых амбушюров сидят плотно и комфортно, даже при долгом прослушивании. Влагозащита IP55 позволяет не бояться брызг и дождя, в этом плане у OnePlus подстраховались. Звук очень даже, да, он басхедный, упор на низкие частоты тут отчетливый. Особенно если включить фирменную технологию Bass Wave. Она подгоняет бас под трек, не делая из каждой песни дискотеку 80-х. При этом высокие частоты чуть скромнее, но не теряются, а вокал звучит выразительно. Не ждите аудиофильской детализации, но на уровне массового сегмента звук вполне бодрый и сбалансированный. Автономность обычная, вместе с кейсом наушники играют до 36 часов без ANC и 27 часов с ANC. Из годных бонусов активное шумоподавление. Оно помогает в метро и транспорте, а режим прозрачности не превращает вас в глухого ниндзя на улице. И хотя ANC тут уступает флагманам, но в повседневности помогает, а не вредит. Микрофоны и середнячок, эхо, шумы, ветер – все это может влезть в разговор. Но при этом собеседник вас услышит и не скажет «Ты где, в урагане, что ли?», а это уже успех. На 3-е место я поставил Ugreen Studio Max 2. Это накладные наушники. До 3000 рублей я нашел только этот вариант в полноразмерном форм-факторе. Отличный выбор для работы, фильмов или музыки дома. На улицу уже спорно, громоздкие, увесистые, в жару уши потеют, на любителя. Зато сидят комфортно, не давят и даже при долгом использовании утомления не возникает.
Амбушюры мягкие, обтянуты под кожу, внутри простор, уши не прижимаются. Активного шумодава тут нет, но пассивная изоляция отличная. Амбушюры закрывают уши плотно, шумы глушатся ощутимо. Для разговоров есть микрофон, он один, на левой чаше. Работает неплохо, голос немного как в бочке, но собеседники жаловаться не будут. Встроенное шумоподавление при звонках есть, но вместе с шумами иногда режет и нужные слова. Не критично, но лучше говорить четко и в местах потише. По звуку теплая V-образная подача, низов много, они чуть гудят, но приятно качают, особенно с пресетом бас. Средние частоты немного утоплены, а высокие с акцентом, что добавляет яркости, но иногда перебивает низ. Громкости хватает, но без запаса, на тихих треках можно захотеть еще щепотку. Эквалайзер переключается кнопкой, очень удобно на ходу. Подключаются наушники по Bluetooth последней версии 5.4. Подключаются быстро, соединение держат стабильно и проблем никаких не доставляют. Вот где Ugreen удивили, наушники работают до 80 часов на одном заряде. Это около недели без розетки при умеренном использовании. А если внезапно сели, 5 минут на зарядке дадут около 5 часов прослушивания. Заряжаются через USB-C примерно за 2 часа полностью. Быстро, удобно и, главное, долгоиграюще. На второе место поставил QCY T13ANC2. Как-то года 4 назад QCY выпустили модель наушников под названием T13. Очень хорошо показали себя. Эти наушники многие покупали, пользовались и до сих пор пользуются. Но в 2023-м QCY пошли дальше. Учли все пожелания пользователей и выпустили вторую версию, вот о ней и поговорим. На борту Bluetooth 5.3, связь стабильная, через две стены ловит без проблем, отрывов нет. Задержка в обычном режиме не критична для YouTube, но в шутерах заметна. В игровом режиме задержка снижается, но до нуля не исчезает. За звук отвечают 10-мм динамики с полиуретановой мембраной. Играют сбалансированно, бас есть, но не душит, середина чистая, верха не звенят. Пресеты можно подкрутить через приложение QCY. На громкости выше 80% немного теряется детализация, но в целом звучание приятное. Для повседневного прослушивания подкастов и фильмов отлично. Плюс есть ANC. Не как у премиум моделей, конечно, но уличный гул или шум вентилятора реально глушат. Можно вручную настроить уровень шумодава в приложении, автоматической подстройки нет. Прозрачный режим тоже есть, слышно, что говорят рядом, но слегка приглушенно. Микрофонов тут по 2 на ухо, один для речи, второй для шумодава. Работают достойно, на улице собеседник вас слышит, даже если рядом проехал автобус. Без кейса наушники работают около 7 часов без ANC и 5-6 с включенным шумоподавлением. Заряжаются примерно за 1,5 часа. Сам кейс добавляет еще 3 полных заряда, в сумме выходит до 30 часов. Ну и в целом на пару дней активного использования хватает. На первое место я поставил Realme T310. Поддерживается Bluetooth 5.4. Это свежая версия и с ней все стабильно, наушники не отваливаются, не тормозят. Подключаются моментально, особенно к смартфонам от Realme. Есть мультипоинт, можно быть одновременно на связи, например, с ноутбуком и телефоном. На практике наушники звучат весьма достойно. Баса по умолчанию маловато, но профили эквалайзера спасают, особенно режим чистые басы. На высокой громкости звук не трещит, не сыпется, слушать приятно. Лучше всего звучит вокал, рэп и классика. Электронная музыка местами звучит чуть грубовато, особенно на максималке, но терпимо. Есть ощущение глубины, особенно если амбушюры плотно сидят. Есть активный шумодав с 3 уровнями – макс, средний и умеренный. Не топовый, но рабочий. В метро и на улице помогает, но не глушит все полностью. Это даже плюс, остается ощущение реальности вокруг. Прозрачный режим удобен, если нужно пообщаться, не вынимая наушники. Отдельная функция подавления шума ветра, но с ней звук становится немного искаженным, особенно в музыке. Микрофон подходит для разговоров, голос передается четко, лишние шумы убираются. Не идеальный уровень студии, но для звонков, зум и аудиосообщений выше среднего. Даже на улице собеседники слышат нормально, что уже плюс. По автономности, без шумодава наушники работают почти 9 часов на одном заряде, с шумодавом около 5,5. Зарядный кейс дает еще примерно 3 полные зарядки. В общем, где-то 35-40 часов в сумме. Это приличный результат. Быстрая зарядка тоже есть. За 10 минут получаем до 5 часов музыки.
Можно смело брать в дорогу на весь день или даже на пару, без подзарядки. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.